Так я проспал после вчерашнего трипа около 11 или не 11 примерно часов или 10. Не помню, но вот я только что проснулся в 11, сейчас 12, я вышел и решил погулять по Парижу. Думаю, надо где-то найти чего поесть теперь. Дорога была очень тяжелой. Мне пришлось опять стопить в 10 часов вечера. Мне французы впервые показали фак. До этого этим отличались только поляки. Так что, видимо, французы тоже встречаются не очень интересные, не очень добрые. И я сейчас хожу по Парижу и думаю, куда бы зайти. Надо зайти в Ашан такой, посмотреть, что там. Итак, я зашел в Ашан. После Антверпена цены, конечно, немного кусаются. Но не знаю, какие-то, например, пачка Pringles 2,69, это очень много, 2,28. Там она в Лайдене, она была по 1,5 евро по регулярной цене. Это то, что я уже вижу как показатель. Doritos 1,81. В Дирке он был 1,20. То есть на 50 центов дороже. Тем более моего любимого Доритоса тут нету. Можно брать сэндвичи, просто выходить. И будет бесплатный сэндвич. Не понимаю, зачем пробивать это все? Ну да ладно. Нет. Надо другой брать. Надо вот это брать. Все, пойду пробью, как полагается. Так, я гуляю по Парижу, нашел такую штуку по продаже презервативов за 2 евро. Думаю, может он продаст мне за 5 рублей. Давайте проверим. Не хочет брать. Ну ладно. Хотел похвалить работу парижской полиции. Вот припарковался человек неправильно, подошел полицейский, переписал. Хвала полиции. И человеку придет штраф. Так что не паркуйте вот так вот машины в Париже. К вам подойдет такой вот полицейский и вас оштрафует. Так, я на улицах Парижа встретил одного известного человека, который просто любит попутешествовать. Это Александр Чубиков. Всем большой привет. И я, в принципе, с ним решил погулять. Зашел в какое-то место, где есть Wi-Fi, стираются, душ есть. И тут люди просто, я не знаю, чем они занимаются. Но просто занимается каждый своим делом, тыкает в планшет и смотрит Wi-Fi. И тут чувствуется такой запах немного, такой типичный, присущий классическим бездомным людям. Но, в принципе, находиться можно, но приятнее гораздо на самом деле находиться на улице. Там воздух посвежее. Тут вот такой вот потолок интересный, это небо видно даже из комнаты. А в принципе так вот. Надо еще погулять, я думаю, по улице все же. Итак, нас выгоняют. Люди не хотят, чтобы мы тут больше находились. Вот этот человек говорит. Так, я покидаю Париж. В принципе, я остался тут на выходные. И теперь я двигаю в Бордо. Мне надо проехать 630 километров за сегодня. Я понимаю, что этого достаточно много. И первым, что мне надо сделать, это добраться до Порт-Д'Орléans. Это примерно 2 километра пешком отсюда. Я надеюсь, их преодолею где-то минут за 30-40. Вот я смотрю на палатки тут в Париже. И думаю, что вот мои коллеги вот так вот спят, автостопщики.
Вот еще палатка. Вот еще палатка. Куплена в Декатлоне. А мне надо ехать в Бордо. Одна палатка открыта уже. Класс. Вон еще палатка. Так, в принципе, я пришел. Вот у нас новотель. Там чуть подальше рядом и без бюджет. А вот оттуда вот я хочу начать останавливать первые машины. Вначале мне надо доехать до Орлеана как-нибудь. Потом уже оттуда в сторону Бордо ехать. Вроде все, шумно очень. Батарея села, надо поменять. Итак, я доехал с испанским водителем до Орлеана. Тут заправка перед въездом в Орлеан. Соответственно, тут ремонтные работы. Мне нужно теперь оттуда доехать до... Найти кого-нибудь, кто едет в сторону Бордо. Тут развил, кто-то едет на Клермон, кто-то на Бордо, кто-то еще куда-то, и мне надо найти того, кто на Бордо хочет. Сейчас, может, повезет, и найду дальнобоев, который проведет меня километров 300 так. Но не факт, что мне повезет. Ладно. Что-нибудь придумаем. В принципе, не очень много осталось. Каких-то 500 километров. Меня довезли на BMW сюда. Итак, я проехал с французом, который практически ничего не понимает и не говорит по-английски. Километров 350. Он ехал в сторону Тулузы, я с ним проехал немного не по пути. И в принципе я сейчас нахожусь на одной широте с Бордо. И мне теперь надо в ту сторону ехать около 200 километров. Уже на запад. Сейчас я буду пытаться кого-нибудь остановить из тех, кто может меня провести в ту сторону. Я сейчас нахожусь на заправочной станции в начале этого пути. Сейчас попробую. Ну, в принципе, попался француз хороший, даже меня провез еще 5 километров где-то в сторону. Что очень неплохо, и мне не надо было пешком идти и ловить до этого места кого-то. Потому что я иначе хотел до этого места добираться самостоятельно. Итак, времени 18:18, где-то 6 часов вечера. Итого я чисто времени на автостоп потратил 9 часов примерно. Проехал за это время 700 километров. Теперь надо как-то выбираться с заправки. Надеюсь, что это быстро удастся сделать. Потому что это кольцевая автодорога. Не знаю, выезд отсюда какой-то вроде как и есть. Но вроде как и нет. Так, вот я приехал в Бордо, пытаюсь выйти с заправки. Тут нашел вот такой мост и такую тропинку. Сейчас попробую выйти этим путем. Ну, я вижу там какой-то забор, надо будет его перелезть. Примерно вот на этой заправке меня высадил водитель дальнобой. Мне надо перейти как-то через кольцо. Фак. Значит так. Вроде как есть тут проход. Прошли, ладно. Теперь надо через эту ограду перелезть. И нахрен их вообще тут поставили. Вот и все в принципе. И можно идти дальше как обычный пешеход к месту в Писке. Как-то так. Это кольцевая дорога Бордо, как московский МКАД.
Но скорость тут вроде как 90 километров только. Итак, первая вещь, которую я увидел в Бордо, это нидерландский магазин Spar. Дорогой, мне не хочется в него заходить. Я пойду сейчас пешком дальше. Вот так вот выглядит Бордо. Он же еще и в горной местности. Еще по горам идти 7 километров. Наверное, надо попробовать общественный транспорт. Ну да ладно. Уже большую часть пути преодолел, проехав 700 километров. Осталось каких-то 7 пройти пешком. Не очень много. Погода хорошая. Я уже на юге Франции.